Здравствуйте, здесь Игорь и тема питания модульных синтезаторов, которая даже в моем небольшом проекте заслуживает отдельного видео. В синтезаторе формата Еврорек нужно иметь плюс-минус 12 вольт с общей землей и запасом потоку. Иногда еще и плюс 5 вольт, но мне нет. В плане системы питания у меня есть выбор. Трансформатор, линейный блок питания и пассивная шина. Пассивная, потому что там нет других радиодеталей, кроме разъемов, но может еще пара светодиодов. Выглядит это так. Если не нравится внешний блок с трансформатором, лишние провода и коробочки под ногами, трансформатор можно установить внутрь корпуса. Еще вариант. Импульсный блок, который подключается непосредственно в 220, и активная шина питания с регуляторами напряжений. У каждого варианта есть свои достоинства и недостатки. Линейный блок питания почти не создает электромагнитных помех, но зато греется. Его можно узнать по большому радиатору. За помехи здесь отвечает трансформатор. Он может наводить фон в аудиомодулях. Всегда выбирайте тороидальный. Фонит в 10 раз меньше обычного, его достаточно просто установить в корпус. Тем не менее, ставить над ним аудиомодули не рекомендуется. Импульсный блок питания создает целую пелену помех в широком диапазоне частот. Иногда еще и пищит в аудиодиапазоне. Но зато имеет высокий КПД и поэтому греется существенно меньше. При желании можно приспособить компьютерный блок питания. У него есть и плюс, и минус 12 вольт. По минус 12 выходной ток не очень большой. Важно убедиться, что его будет достаточно. А шину питания легко сделать самому из IDC разъемов и макетной платы. Для проекта я выбрал импульсный блок питания. Не хочу возиться с трансформатором. Шину питания можно заказать готовую. DIY-кит на 32 евро дешевле. В наборе. Плата. Пакет с разъемами. Пакет с радиодеталями. Пакет с соединительными проводами. Кажется, короче, чем мне нужно. Пакет с термоусадкой и самоклеющимися стойками для шины. Инструкция. Под разъемы я наношу флюс. Делать это не обязательно, но так лучше пропаивается пистон на плате под разъемом. Здесь подходит только спиртоканифольный флюс. Его можно не смывать, и он не вызывает коррозии. Нормальное положение флюса закрытое. Когда флюс подсохнет, он действует как слабый клей, а линейка для страховки. Сложный момент. Установка блейд-разъемов. Их нужно пропаивать с обоих сторон. Мой 30-ваттный паяльник справляется с трудом. Белая линия на корпусе диодов должна совпадать с линией на плате. Танталовые конденсаторы похожи на керамические, однако имеют полярность, как и обычные электролиты. Длинный вывод плюс. У регуляторов напряжения нужно согнуть выводы так, чтобы отверстие на регуляторе на плате совпало. В крайнем случае потом немного подогнуть. Они разные. Немного термопасты для лучшей теплопроводности. Это не обязательно. Винты следует хорошо затянуть. Триммеры удобно подклеить флюсом, а потом аккуратно перевернуть плату для пайки. Для проверки и настройки нужны соединительные провода с клеммами. Перед обжимкой их стоит пропаять. Обжимать можно пассатижами. Если есть обжимка, получится лучше. Термоусадочную трубку можно усадить не только термофеном, но и газовой зажигалкой. Правда, может чуть-чуть подкоптиться. Перед подключением нужно проверить, что блок питания установлен на 220 вольт. Там есть переключатель. Настраиваю в точности плюс и минус 12 вольт. Теперь проверить каждый порт.
Для этого я сделал специальный тестер. 2 светодиода, 2 резистора по 1,6 кОм, шлейф питания, кусочек макетной платы. Все готово, можно ставить в рэк. Финал проекта с первым патчем в следующем видео. Сборка модульных синтезаторов может вызвать зависимость. Будьте осторожны.